Так, для того, чтобы сделать рукоятку на копье, мне нужно сделать сквозное отверстие вот в этом куске капролона. Для чего я буду использовать шуруповерт, ну и прочие имеющиеся у меня инструменты. Приступим. Использую кондуктор просто как подставку, чтобы не продырявить сверлом стол. Вот, слишком сильно не дотягиваю. Далее, зная, что диаметр проводка 30 миллиметров. Так, ну в данном случае чуть-чуть 32. То есть центр у нас будет находиться точно, да, 32 миллиметра. Что-то не сильно в плюс ушел. Следовательно, нужно радиус это 16 миллиметров. И нужно разметиться под центр отверстия. По-хорошему, конечно, все это делать на станке, но, как несложно догадаться, станка у меня нет. Вот, поэтому процарапываем центр. Вот. Тернемся. Намечаем первичное отверстие коротким тонким сверлом. Вот. Ну, опять же, тоже можно было лучше это будет делать центровочным сверлом. Вот. Но у меня такой роскоши нет. Вот, далее переходим на уже основное сверло, но за счет того, что оно очень длинное, есть большой шанс, что его куда-то уведет в сторону. Вот, с одной стороны я могу зрением это фиксировать, со второй нет. И для этого я использую зеркальце. То есть мне нужно обеспечить кнопку зеркала так, чтобы я в зеркале мог видеть второе направление сверла. То есть сверху я смотрю, фиксирую в этом угле, и сбоку я наблюдаю через зеркало. Так. Так. Вот. То есть вижу вертикальный угол в зеркале. Вот. И горизонтально фиксирую своим взглядом. Так, оборотики. Пусть будут так. Так. Тот, конечно, еще колхоз. Но имеем, что имеем. Так. Ну, заодно и посмотрим, насколько сильно у меня при таком сверлении ведет сверло. Потом все это еще буду убирать. Так, ну, блин, его уже увело. Чем по вертикали. Так, ладно, переделаем с другой стороны. Так, попытка номер 2.
Камера там все еще снимает? Все еще снимает. Всё. Так, попытка номер 2. Смотрим по вертикали. Так, и зеркало. Так. Слабо зашел. Так, ладно. Так. Вот, попытка номер 2 более-менее удачно идет. Смотрим вертикальность. Ну, хорошим, конечно, для сверления добавлять смазывающую, охлаждающую жидкость, но загореть кухню я не хочу. Так, ну, в целом как бы уже заглубились, и дальше на зеркало уже смысла ориентироваться. Ну, дальше можно уже досверливать в руках. Ну, увело, конечно, ощутимо. Вот, но вот, можно увидеть отверстие. Но под моей задачей в целом этого хватит. Даже с таким уводом в сторону все равно оно будет работать. Вот, дальше уже буду монтировать это на рукоятку копья, ну и там мелкие кое-какие доработки делать. Сверлил я пруток длиной 150 мм, сверлом 12 мм. Следовательно, в диаметрах сверление было на 12,5 диаметров, а глубокое сверление начинается от 5 диаметров. И, как можно заметить из рисунка, увод сверла составил половину диаметра сверла, то есть 4% от глубины сверления, что для сверления на глаз руками, на мой взгляд, результат очень неплохой. На этом все. Там подписка, лайк и так далее. Заглядывайте в другие видео на канале. Всем до встречи, всем пока.